Если хочешь выжить, не издавай ни звука. Примерно так звучит слоган фильма «Тихое место». Я был на пресс-показе, и помимо эмоций, которые я постараюсь описать, получил вот такой фонарь и плед. Сначала думал оставить себе, но потом решил, что кому-то из вас будет приятно получить такой подарок. О правилах конкурса расскажу в конце ролика, а сейчас давайте разбирать фильм. Итак, постапокалипсис. Случилось что-то непонятное и зловещее, из-за чего появились монстры, напоминающие смесь зомбаков из Dead Space и грибковых зомбарей из Last of Us, которые слепые, но очень хорошо реагируют на звук. Теперь добавим еще скорость Соника и получим довольно серьезное дерьмо, в которое попала одна местная семейка, пытающаяся выжить в этом прекрасном мире. Тут звуки издавать нельзя, иначе хана. Поэтому общаются они на языке жестов. Так что большую часть фильма вы будете слышать тишину или максимум пост-рок. Конечно, не такой крутой, но тоже достойный. Но я отвлекся. Семья живет на ферме. Там, собственно, и проходит большая часть фильма. Наблюдать за тем, как местные фермеры пытаются молчать, задача не из простых. Благо, получается у них с переменным успехом. И когда случается какой-то громкий звук, появляются местные покемоны и задают шуму. Пошумим! Помимо крутого хоррора, весь фильм ощущается как медленный триллер. Из-за постоянной тишины создается постепенное напряжение. Ведь и так понятно, кто-то совершит ошибку. Нужно только подождать. А знаете, что самое забавное? За весь фильм вы едва узнаете имена этой семьи. У девочки нет имени. Поэтому мать, бородач, глухая и двое мелких. Вот все они сыграли хорошо. Особенно понравилась Эмили Блант. Сцены с гвоздем и в ванной получились очень сочными. Поймете, о чем я, когда посмотрите фильм. Кстати, роль отца семейства исполнил Джон Красински, он же режиссер и сценарист. Привычных диалогов тут почти нет. Приходится общаться жестами, поэтому персонажей узнаешь благодаря их действиям, судишь по поступкам. И если согласиться с правилами этого мира, то придраться будет мало к чему. Конечно, безопаснее прятаться в бункере, а не на ферме, но тогда не будет дикой природы и красивых интерьеров. Режиссура достойная, истории веришь, а в особо драматичные моменты даже сочувствуешь. Кстати, юмора нет вообще, ну только один момент вызвал улыбку, но вряд ли он вообще задумывался как шутка. Фильм далеко не шедевр, но показывает что-то новенькое и дарит свежие эмоции. Тут достаточно экшена, интересный мир, живые персонажи и даже страшно. Смутить может только фишка с молчанием. И если вы любите комментировать происходящее на экране, то, пожалуйста, не ходите в кино. Не надо портить соседям по залу впечатление от просмотра. Я серьезно. Лично мне фильм понравился, и если вы любите триллеры с элементами ужасов, то рекомендую заценить. А чтобы получить этот крутой мерч, расскажите, какой у вас любимый фильм ужасов и почему. Никакого рандома не будет, я прочитаю все ваши комментарии и выберу самый прикольный. Не забывайте ставить лайки, если видео было полезным для вас. Также советую репостнуть ролик себе на стену, пусть ваши друзья тоже годное кино смотрят. А я прощаюсь и оставляю вас с размытым экраном. Жду ваших комментариев, спишемся внизу.